Когда ты достаешь телефон и нажимаешь «Запись», ты не подозреваешь, что станешь свидетелем последней секунды чьей-то жизни. Мгновение, застывшее между жизнью и смертью, может быть захвачено случайно и уже никогда не развидено. Эти кадры не из кино. Это не постановка. Это реальность, которая вышла из-под контроля. Предупреждаю, видео содержит опасные кадры. 2 января 2023 года в городе Голд-Кост, штат Квинсленд, Австралия, небо было безоблачным, солнце ласкало пляжи, и туристы с радостью садились в вертолет, чтобы полюбоваться красотами морского заповедника SeaWorld и живописными панорамами побережья. Они хотели увидеть океанских гигантов с высоты птичьего полета, запечатлить неземную красоту, ощутить ветер в волосах и восторг от полета. И все шло именно так, до момента, когда небо раскололось. Один из туристов снял на видео, как их вертолет неспешно поднимается в небо. Все улыбаются, наслаждаются полетом, пока пилот вдруг не перестает смотреть вперед. Кто-то хлопает его по плечу, чтобы привлечь внимание, но уже слишком поздно. В считанные секунды в кадре появляется второй вертолет. Он вылетел с той же базы и по роковой случайности оказался на пересекающейся траектории. Лопасти, редуктор – все разлетается в воздухе. Один из вертолетов срывается вниз и врезается в песчаную отмель. Удивительно, но вертолет с туристами, из которого велась съемка, не рухнул сразу. Пилот, собрав последние силы, сумел стабилизировать машину и посадить ее на ту же песчаную косу. Жесткая посадка повредила корпус, но спасла жизни. На пляже раздавались крики, отдыхающие, и случайные свидетели бросались к месту трагедии. Полиция и прохожие вытаскивали пострадавших, оказывали первую помощь прямо под ревом винтов и плачем выживших. Медсестры, оказавшиеся на пляже, немедленно приступили к реанимации. Но не всех удалось спасти. К концу дня погибли 4 человека. Пилот, 40-летний мужчина, 36-летняя женщина и британская супружеская пара в возрасте 65 и 57 лет. Еще 6 получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в больницы. Причины катастрофы все еще точно не установлены. Один из пилотов не зафиксировал, чтобы второй вертолет сообщил о своем вылете по радио, как того требует стандартная процедура. Однако это не означает, что сообщение не было сделано. Возможно, его просто никто не услышал. Это был обычный туристический день, который превратился в кошмар наяву. И камера в руках пассажира стала безмолвным свидетелем последнего мгновения мира, перед тем, как он рухнул в пыль и огонь. Июнь 2018 года. Турция. День был солнечным, небо безмятежным. Хакан Айсол, 40-летний мужчина, отправился в поход вместе со своей 32-летней женой Симрой. Они шли по живописной тропе, известной как Долина Бабочек, недалеко от городка Малга. Это была часть их отпуска. Семра была на 7-м месяце беременности, и пара хотела запечатлеть яркие моменты своего путешествия, сделать красивые фотографии на память и в ожидании новой жизни. Они взбирались все выше. Несколько прохожих заметили, что пара вела себя странно. Один из свидетелей достал камеру и начал снимать, будто почувствовал неладное, будто знал, что случится что-то страшное. Камера запечатлила, как Хакан и Семра идут рука об руку, улыбаются, смотрят на сверкающее Средиземное море. В какой-то момент Айсол остановился и указал жене на особенно красивый выступ скалы. Там, говорил он, получится идеальный кадр. Семра испугалась. Она боялась высоты, а беременность делала ее еще более уязвимой. Но Айсол настаивал, мол, всего один снимок, ради воспоминаний. Она поддалась. Они сделали селфи прямо у края обрыва. Затем просидели на этом выступе 3 часа. Ничего не делали. Просто сидели. Просто ждали. Свидетель с камерой в конце концов ушел. Устал наблюдать за странной парой. И как только они остались одни, все произошло. Хакан, как утверждает следствие, толкнул свою беременную жену в бездну.
Семра упала с высоты более 1000 футов. Она и нерожденный ребенок погибли мгновенно. Прохожий, услышав крики, бросился к обрыву. Хакан встретил его фразой: «Моя жена! Она упала!» Но в его голосе не было ни паники, ни боли. Он не пытался помочь, не звал спасателей, не рыдал. Он просто стоял. Когда родственники прибыли забрать тело, Хакан остался в машине. Он не произнес ни слова. Через несколько дней он попытался получить страховую выплату – 40 000 фунтов. Он оформил страховку незадолго до поездки. Но деньги не пришли. Страховщики узнали о начале полицейского расследования. Вскоре всплыли новые детали. Хакан взял несколько кредитов на имя Семры. Все указывало на заранее спланированное преступление. Он выманил ее в это безлюдное место, заставил подняться на опасный склон, выждал момент и хладнокровно избавился от нее и от их будущего ребенка. Его арестовали. Несмотря на мольбы о невиновности, суд приговорил Айсела к пожизненному заключению с минимальным сроком 30 лет. Этот зловещий момент, случайно пойманный на камеру прохожего, стал главным уликой в расследовании. Иногда снимок, сделанный ради воспоминания, сохраняет не радость, а самую жуткую глубину человеческой жестокости. 28 февраля 2023 года в южной долине Темпе, Греция. В 7 часов 22 минуты утра из Афин в направлении города Салоники отправился пассажирский поезд Интерсити-62. Это было обычное утро. Погода ясная, маршруты дублированные, одна линия на въезд, другая на выезд. В 11 часов 9 минут поезд выехал со станции Лариса. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. Всего 352 человека. Именно тогда начался невидимый отсчет. Диспетчер на станции Лариса по необъяснимой причине допустил роковую ошибку. Он не использовал специальный ключ с маркировкой 188А, чтобы вернуть поезд на правильный путь. Вместо этого пассажирский состав направился по уклону, прямо навстречу грузовому поезду, который также двигался по этой же линии, но в противоположном направлении. В течение 25 километров и почти 12 минут два поезда летели навстречу друг другу. В 11 часов 21 минуту при скорости более 160 км в час произошло лобовое столкновение. Камеры ночного наблюдения зафиксировали ужас. Первые 4 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, а передний моментально вспыхнул огненным шаром. Температура возгорания достигла 1300 градусов Цельсия. Сотни звонков на номер 112 обрушились на экстренные службы. Спасатели прибыли на место, но картина была апокалиптичной. Вагоны спрессованы до неузнаваемости, повсюду пламя и металл. Ситуацию усугубляло то, что после удара начались новые возгорания. Пожарные, врачи, добровольцы – все работали без сна и отдыха, спасая тех, кого еще можно было спасти. Пассажиры, которым удалось выбраться или вылететь из окон при ударе, рассказывали об ужасе и панике. Одна из выживших сказала, что у нее был всего один миг на выбор – быть сожженной заживо или выпрыгнуть и переломать все кости. Она выбрала второе. Это столкновение стало самым смертоносным железнодорожным инцидентом в истории современной Греции. Погибли 57 человек. Большинство из них – студенты. 66 человек были доставлены в больницы, 6 из них подключены к аппаратам жизнеобеспечения. На следующий день греческое правительство объявило 3-дневный траур. Государственные флаги были приспущены, все торжественные мероприятия отменены. Следствие выяснило, что за пультом управления в тот день находился 59-летний диспетчер. Его допрос выявил страшное. Он осознанно отправил пассажирский поезд на неверную линию и проигнорировал сигналы опасности. Именно он стал основной причиной катастрофы. Его арестовали. Против него выдвинули обвинения в нарушении правил транспортной безопасности и создании угрозы жизням. Министр транспорта Костас подал в отставку.
Он признал, что не смог модернизировать железнодорожную систему страны и довести ее до стандартов 21 века. Слишком поздно. Цена за отставание – десятки невинных жизней. Июль 2022 года. Гарри Шимин, 27-летний житель острова Уайт, решил отправиться в путешествие, которое должно было стать эпическим. Вместе с 2 друзьями он присоединился к группе туристов, планировавших восхождение в горы Казахстана. Они недолго колебались. «Почему бы и нет?» – сказали они и пошли навстречу приключению. Изначально все шло идеально. В группе было 10 человек, включая их 3. Они любовались потрясающими пейзажами, дышали горным воздухом, фотографировали ледники и пропасти. На 7-й день из 10 путешествие достигло своего апогея. Это был самый трудный отрезок пути. Нужно было подняться на высоту более 1000 метров, к высшей точке маршрута. И они это сделали. Вокруг были только каменные стены и снежные пики. Гарри шел впереди, наслаждаясь панорамой. Внезапно и гул. Глухой, ритмичный, как предчувствие чего-то древнего и разрушительного. Он и его команда поняли сразу – это лавина. На видео, снятом Гарри, видно, как снежная лавина срывается с вершины и несется вниз, стремительно нарастая, как белая стена ужаса. Он продолжает снимать, словно загипнотизированный, веря, что эта стихия растает раньше, чем достигнет их. Но природа не знала жалости. Позади Гарри отвесный склон. Бежать некуда. Последние слова, зафиксированные на записи «Господи», как мольба и прощание в одном. Лавина накрыла их. Белая стена снега обрушилась на людей. Но чудо все же произошло. Основная масса уже прошла мимо. Удар был мощным, но ослабленным. Именно это спасло всех. Никто не погиб. Только одна женщина получила глубокую рану на колене, до самой кости. Шок и страх охватили всех, но когда они поняли, что остались живы, наступило потрясение и благоговение. Гарри и его товарищи спустились с гор, молча, шаг за шагом, понимая, что посмотрели в глаза смерти, и она по какой-то причине отвернулась. 15 февраля 2023 года в небе над Непалом начался полет, который должен был продлиться всего 25 минут. Рейс номер 691 авиакомпании Yeti Airlines вылетел из Катманду в сторону Покхары. Короткий маршрут сквозь горы, как сотни раз до этого. За штурвалом опытный капитан Камал Кейси. Рядом его второй пилот Анджу Кативада. Вместе они накопили почти 28 тысяч часов налета. Цифры внушали спокойствие. Казалось, все под контролем. Погода была ясной, идеальной для полета. Все шло гладко. До посадки. Самолет начал снижение к новому аэропорту в Покхаре. На высоте 95 метров авиадиспетчеры заметили тревожный знак. Нос самолета был задран выше обычного. Внезапно двигатели перешли в нулевую тягу. Левое крыло резко опустилось. Через секунду лайнер рухнул на землю. Съемка с земли зафиксировала момент крушения. Самолет начал крениться влево, а затем исчез из кадра, врезавшись в землю в 65 метрах от взлетно-посадочной полосы. Видеозапись, сделанная прямо внутри самолета, оказалась еще страшнее. Один из пассажиров, Сону Джасивал, вел прямую трансляцию на Facebook. Кадры последних секунд жизни, обычная болтовня, окно, небо и внезапное падение, огонь, крик. Самолет взорвался при ударе. Он рухнул в ущелье у берега реки Сети-Гандаки. Когда спасатели прибыли, они поняли – помощи уже не требуется. Внутри не было выживших. Погибли 72 человека. Это стало самым смертоносным авиакрушением во внутренней истории Непала. Расследование установило, за минуту до трагедии Кативада попросила выпустить закрылки – Флэпс-30. Но данные с бортового самописца показали, закрылки так и не были активированы. Вместо этого оба двигателя начали терять обороты,
а мощность упала до нуля. Все указывало на то, что один из пилотов, возможно, по ошибке потянул не за тот рычаг, вместо закрылок он активировал управление тягой. Это привело к так называемому «перу» двигателей, состоянию, при котором лопасти не создают подъемной силы. Чтобы усугубить ситуацию, пилоты не выполнили стандартную проверку по контрольному листу. За 14 секунд до крушения Кативада передала управление более опытному Камалу, но было уже поздно. Многие предполагают, что причина могла крыться в том, что пилоты не привыкли к особенностям новой взлетно-посадочной полосы. Но доказать это невозможно. Так или иначе, эта трагедия вошла в историю как самая масштабная авиакатастрофа в пределах страны. В каждом из этих случаев камера стала свидетелем последней секунды до катастрофы. Простое нажатие на кнопку «Запись» обнажило всю хрупкость человеческой жизни, ту, что рушится не в кино, а здесь, на нашей планете, среди нас. Эти кадры не спасли никого, но они напомнили всем, кто смотрел, насколько тонка граница между нормальным днем и вечной тьмой. Пусть все жертвы, упомянутые в этом видео, обретут покой. Пусть их судьбы не станут просто сюжетами для контента, а останутся в памяти, как тихий голос, предостерегающий каждого из нас. Берегите себя.